Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. В одном из своих последних видео с примерками винтажных украшений я получила комментарий с просьбой показать, как носить камеи. И подумала, что это действительно неплохая тема для нового видео. И для начала скажу пару слов из истории. Искусство глиптики – это резьба по полудрагоценным камням в малых формах, насчитывает несколько тысяч лет. И произведениями глиптики являются геммы. Геммы же, в свою очередь, делятся на инталии и камеи. Инталии – это когда изображение в углублении камня находится, то есть изображение вырезается вглубь камня, а и камея – это когда изображение барельефное, то есть оно выпуклое, возвышается над поверхностью камня. Для вырезания камей берется камень, который имеет разные цветные слои, чтобы изображение было одного цвета, а подложка, основа камня другого. А в конце 19 века, когда был изобретен пластик, их начали производить в массовых количествах. Естественно, они удешевлялись, и уже цветовая гамма этих камей могла быть совершенно разнообразной. И сегодня мы поговорим о том, как же носить камеи. Дело в том, что камеи – это не вполне винтажное украшение, их производят и сейчас. Великолепные итальянские мастера вырезают потрясающие изделия из натуральных камней, но камея – это всегда украшение винтажного стиля. А у таких украшений есть один существенный недостаток – они прибавляют возраст. А так как любители винтажа – это отнюдь не 20-летние девочки, то лично мне, и я думаю, многим из вас, не надо кривить душой и лицемерить, не хочется себе накидывать еще десяток лет сверху. И для этого видео я приготовила разные украшения с камеями. Здесь есть броши, кулоны, кольцо, клипсы. Все это я примерю. Одну брошь-кулон я прикрепила на бархотку. Это брошка небольшая с камеей на раковине. Также у меня есть кольцо с перламутровой натуральной камеей. В общем, вы все увидите дальше. И хочу напомнить, что мое видео ни в коем случае не заставляет вас носить украшения так, как ношу их я. В наше время тем и прекрасно, что каждый может одеваться и носить украшения какие угодно и как угодно. И какие у нас самые распространенные, я бы даже сказала, стереотипные представления о том, где крепится камея? Вот такие. Разрушить этот стереотип очень легко. Достаточно приколоть камею ниже, расстегнуть воротничок и придать образу легкость, избавившись от чопорности и консерватизма. Если же вам нравятся блузы с жабо, вот прямо сейчас я нашла в Заре, продается много блузок с воланами. И точно так же, как и рубашку, ее можно не застегивать под самый верх и прикалывать брошь где-то пониже. Но камея за свою богатую историю знала очень много видов одежды, моду разных эпох. И сегодня мы тоже должны вписывать камеи в современную одежду, в сегодняшний день, в сегодняшнюю эпоху. Также непринужденно выглядит камея на джинсовой куртке. В данном случае я ее еще скомбинировала с другой чешской брошью. У меня есть видео на канале о том, как комбинировать несколько брошей сразу, и второе видео о принципах комбинации, то есть какими пользуюсь я, как легче всего научиться комбинировать броши вместе, чтобы это смотрелось как общая композиция.
Еще один пример композиции двух брошей, одна из которых камея, просто на лацкане обычного жакета. Это стандартное крепление для любых брошей и для камей в том числе, но нестандартно здесь именно то, что броши две. Еще один вариант, как носить камеи легко и непринужденно, это комбинировать их с футболками, на которых есть центральный принт, интересный или забавный, или такой, который о чем-то может говорить. У меня есть несколько таких футболок. В данном случае я прикрепила маленькую камею на планке, такая вот брошка-планка, и которую именно прикрепила не посередине лацкана жакета, а вдоль края лацкана. Этот способ я подсмотрела в одном историческом кино. Еще один вариант, когда я вписала камею именно в принт на футболке. Эта идея просто мне пришла сейчас вот по ходу съемки этого видео. Но такие варианты, они граничат уже со смешным, может быть, немного с глупым. Но знаете ли, если у вас есть какая-то вот хорошее настроение, нотка куража, почему бы и нет, можете с таким поиграть. Мода и украшения — это все-таки большая игра. Теперь давайте посмотрим на камеи в кулонах или в подвесках. У меня есть вот такой кулон локет. Он открывается, туда можно вставить фотографии. На длинной цепочке. Ее я оборачиваю 2 раза вокруг шеи. Комбинирую с платком в данном случае, но можно комбинировать, конечно, и с другими какими-то цепочками, если у вас есть. И здесь я вам показываю свой образ. У меня есть вот еще сумка винтажная такая. Хотя в тот день на мне были другие украшения. Ну вот, чтобы вы имели представление, как это выглядело полностью. Еще один кулон-брошь. У этого кулончика есть застежка, и я его прикреплю на бархотку. Я уже такое показывала в прошлых видео. Маленькие броши можно с легкостью крепить на бархотку, и будет украшение на шею. Этот вариант уж, конечно, самый винтажный, и поэтому я его сочетаю с максимально как бы неподходящей одеждой. Вот получается такой стиль гранж. И еще несколько советов по поводу камей. С чем бы я никогда не надела камею. Первое — это с жакетом в стиле Шанель. Этот жакет из буклированной шерсти уже сам по себе имеет винтажный стиль. И камея, которая будет где-то рядом с ним находиться, будет еще больше удалять ваш образ от современности. Второе, я бы никогда не надела камею, скажем так, в офисный стиль. Сюда я отнесла прямую юбку, юбку-карандаш, платье-футляр. Не знаю, носит ли их еще кто-то, но, наверное, мне кажется, что да. Дело в том, что такие образы будут выглядеть слишком строго, и вы будете похожи на вот эту вот такую нелюбимую, строгую учительницу в школе. Еще одно правило, которому я следую, это не нужно сразу надевать на себя несколько камей или собирать комплекты. Брошь, кулон, серьги, все везде с камеями. Это получается как-то уже такое вот масло масляное, слишком много этого всего, тем более что камея — это, в общем-то, достаточно акцентное украшение. Чаще всего камеи встречаются в брошах, но бывают и другие разные изделия.
Конечно, если вы любите камеи, то вы найдете свое украшение. Ну и, как я говорила, камеи производятся до сих пор, поэтому вполне возможно сделать украшение на заказ, как это сделала я, например, вот с этим кольцом. Вот несколько вариантов, как я ношу этот большой перстень с камеей. Практически всегда это в сочетании с другими крупными кольцами. И вдруг кто-то захочет мне снова написать, что большие кольца носятся поодиночке, то сразу говорю, мне так нравится. Ну и к последующим комментариям, к которым я тоже уже привыкла, что у меня нет вкуса. Вот вам для вдохновения руки первых дизайнеров фэшн-индустрии. Это Мария Грация Кюри, главный дизайнер дома Dior, и Алессандро Микеле, который был в течение 8 лет креативным директором дома Гуччи. Кстати, он является большим коллекционером антиквариата. У него очень много винтажных украшений, антикварных. Его образами можно просто вдохновляться. А свои мнения по поводу того, у кого есть вкус, у кого нет, можно оставить при себе. И в конце видео хочу показать вам клипсы с камеями, которые я надела для этой съемки. Вот так это все выглядит. Это чешские камеи черного цвета. Они пластиковые, в окружении серых жемчужин и кристаллов. Так что не забывайте, что и бывают серьги с камеями. В общем-то, это все, что я вам хотела сегодня показать. Хочу в конце лишь добавить одно, что я люблю, когда за YouTube-блогом стоит какая-то личность. И видео просто с распаковками, где участвуют руки и украшения, без лица автора видео, мне кажется скучными. В прошлом году у меня таких видео было много. Год был очень тяжелый. Я не могу сказать, что этот год как-то особо легче стал, но на моем канале будут все-таки появляться уже видео со мной, видео с примерками, какие-то более жизненные ситуации. Поэтому, если вы хотите что-то увидеть, пишите в комментариях какие-то свои пожелания, просьбы, может быть. Мне кажется, что вот такое видео о камеях, вытекающее из комментария, получилось неплохо. Всем пока, до встречи в следующем видео.